Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Уже ноябрь, еще чуть-чуть и конец года. Время просто мчится. Давайте узнаем, что для вас на эту неделю расскажут карты. Но будем реалистами. Но вы как раз реалисты, мои дорогие. Удивительный ваш знак. Это на самом деле так. Я вас люблю, это правда. Меня много скорпионов окружает в жизни, и на самом деле ваш знак, он особенный. Ладно, отвлеклась. Что важно знать, или важное событие, или что будет для вас, мои дорогие, в приоритете на эту неделю? Неожиданное событие, или с чем мы можем вдруг столкнуться? Чему сейчас не время, или что может помешать? Давайте узнаем, что будет помогать. Что скрыто, достанем такую карту. Может, кто-то что-то скрывает. Может быть, вы чему-то не придаете значения. Так бывает, когда мы особенно спешим куда-то. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергетику. Энергия денег. Давайте достанем карту. Что в личной жизни? И достанем карту совет. Подведем итог. Итак, что важно знать? Колесница, перемены, мои дорогие. Вообще, это карта успеха и удачи в этой колоде. Но из всех остальных, если собрать значения, то, знаете, не удерживать все то, что уходит из нашей жизни. И как раз встречать все новое, что приходит на наш порог. Сама по себе какая-то трансформация, но не та, как по 13-му аркану, а та трансформация, которая в улучшение. Но она все равно связана с тем, что как будто мы провожаем прошлое. И по этой карте может проиграться конкретика. Например, вы меняете автомобиль, к примеру, так. Или конкретные вопросы: куда я поеду? Отдыхать, может быть, на праздники, да, новогодние. Или на этой неделе спешно куда-то собраться, отправиться будет необходимо. Так тоже может произойти. По идее, по этой карте это старший аркан. Это какие-то обстоятельства будут на вас влиять. И в зависимости от того, что это придет на ваш порог, вот с этим придется и взаимодействовать. Но, повторюсь, даже если что-то поначалу нас ставит в тупик, это значит, есть какая-то задача, которую вам по силам как раз решить, и это для каких-то возможностей, для какого-то дальнейшего прогресса. Неожиданные события. Ну, например, признание в любви, хорошее настроение, все-таки рыцарь кубков. Предложение, правда, куда-то поехать, подарки, какие-то приятные вообще эмоции, нежность, ласка, благополучие. Но это не то благополучие, которое, знаете, на длительный период времени, когда вы там что-то просчитали. Нет. Здесь про эмоции, здесь про чувства, про что-то приятное, радостное, как минимум на этой неделе будет точно для вас. Или, может быть, и правда что-то перспективное. Кто знает, в целом благоприятная неделя. И это в неожиданностях. Прекрасно. Чему сейчас не время? 13-му аркану, мои дорогие, вот только сказала, да, вот именно когда, знаете, ну, где-то, если мы видим, что-то в нашей жизни меняется, мы как будто пытаемся этот путь пройти быстрее. Вот нам сказали перемены к удаче, но мы не должны это как будто торопить или предвосхищать. Вы можете интуитивно чувствовать, к чему дело клонится, да. Может быть, и будет, видимо, такое желание ускорить процесс. А по 13-му аркану это перемены неизбежны, и мы на это не влияем. Значит, что-то может развиваться или получаться быстрее, чем мы предполагали, а что-то с каким-то скрипом, как бы через паузу. Сам по себе темп, вы как будто им не можете руководить. Понимаете, у вас два старших аркана, и оба про трансформацию. Но не время какому-то мраку, между прочим. Все-таки давайте будем говорить. 13-й аркан — это где-то олицетворение Плутона, да, но может быть не устраивать какую-то философию, не оглядываться назад. Вот это да. Потому что по 13-му аркану мы тоже провожаем прошлое, но еще можем словно где-то так горевать. А карта, посмотрите, какая солнечная удача. Она нам говорит, что Скорпион, у тебя самые прекрасные события, они у тебя еще впереди. Просто, ну, видимо, какой-то турбулентный период или, наоборот, с какими-то задержками. Но это тоже своего рода перемены, но они проходят именно таким образом, значит. Нечего добавить.
Что будет помогать? Все стоит у причала этой недели. Какой-то материализм, конкретно получение денег. Или какая-то поездка, правда. Или к вам приезд человека. По этой карте бывает так, что даже если меня люди смотрят, к примеру, сложное финансовое положение, то есть тот человек, который вас буквально выручит деньгами. А может быть, это где-то безвозмездно. Или на работе, допустим, сказали, ваш то, что называется окладом или заработной платой, где-то задерживается, но могут сказать, а вот премию ты получишь теперь. То есть все равно как будто либо деньги приходят, либо какое-то известие с каким-то, ну вот тут уже приходит с прогрессом. Вообще, если мы говорим, что помогает, помогает, когда мы, может быть, оцениваем отчасти людей, насколько мы можем доверять. Рыцарь Пентакли едет медленно, это первое. Поэтому где-то мы, ну, не торопимся, вот нам говорят, да, не убыстряем какие-то события. Может, мы хотим быстрее получить, ну, как конечный результат или с чем-то определиться. Может быть, для вас или кого-то из вас период неопределенности, он тоже затянулся и уже надоел. Но, видимо, все равно все в своих временных рамках. И здесь внимание к деталям нам поможет увидеть новые возможности. Вообще все размеренность какая-то сама по себе нам помогает. И когда мы, опять же, оцениваем как людей, как возможности на последующий период, лет на 10, на 20, кому мы можем доверять. Или будет то или иное дело, которым я занимаюсь, продуктивно тоже на длительный период времени, как будто вам нужно с чем-то определиться на далекую дистанцию. И это вам помогает. Давайте откроем, а что же скрыто? Королева жезлов – это может быть человек, да, правда, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, может и по Луне, почему нет. Или когда какая-то идея, вообще по этой карте и проходят люди, которые умеют хранить тайны, но они хранят тайны как и чужие, так и свои. Может быть, вы столкнетесь с тем, что вам всего не расскажут, поэтому где-то нам карта и говорит – ты еще сейчас многого не видишь, многого не знаешь. Пройдет время, и для тебя тайное станет явным. Все постепенно станет на свои места, но это будет какая-то постепенность. Но принять во внимание то, что мы где-то никому ничего не рассказываем о себе. Но вы-то как раз это про вас очень актуально. Вы ничего и не рассказываете. Самые надежные люди. Но, видимо, в этот период времени и нам чего-то могут не договаривать. Может быть, преподносят какое-то дело в одном свете, а как будто, да, два пишем, а три еще и в уме держим. Будьте внимательны. Правда, не спешите. Но высшие силы за вас. Дела, работа, бизнес. Может быть, это как раз дел касается. По пажу мечей это могут быть вопросы, связанные с детьми конкретно. Даже взрослыми детьми, неважно. Может быть, есть какой-то насущный вопрос, касаемый учебы, или еще какая-то тема, которая тоже будет с вашими детьми связана. Но по этой карте есть еще такой момент, когда нам просто помогает хладнокровие, выдержка, решать какие-то вопросы. По этой карте мы как будто делим пополам. То, что нам сказали, мы не отвечаем кому-то обещаниями, прежде чем во что-то, ну, на что-то согласиться, или, может быть, подписать какой-то документ, мои дорогие, или заключить с кем-то соглашение, как будто следует раскопать какую-то истину, тайну, найти информацию, чтобы что-то знать наверняка. Вот этот момент или эта позиция поможет вам решить, ну, какие-то как и вопросы, так и для себя, может быть, разгадать какие-то тайны или увидеть конкретику, что есть на данный момент, не то, что преподносится, а то, что на самом деле существует. Или в целом быть, знаете, в моменте здесь и сейчас. Как будто мы не должны не замечтаться, не подумать, что, ну, как-то само какой-то вопрос разберется. Видимо, все же есть часть тем, когда ваше участие и ваше какое-то решение потребуется. И его надо принимать с помощью интеллекта и какой-то логики. Вот это вам помогает. Холодная энергия, холодная голова в целом помогает решать вопросы. Но у нас выпадает карта колесница. Примите во внимание, с одной стороны, да, и люди могут все не договаривать, но как будто за вашу судьбу берутся высшие силы. И самое главное, вам быть в гармонии вот со Вселенной. Да, может быть, и высоко сказано, так высокопарно, пафосно, но все же
интуитивно прочувствовать, куда дело движется, клонится. Это будет полезно, потому что даже в самой патовой ситуации, хотя нам о ней не говорят, но все-таки 13-й аркан, может быть, нам подают какую-то информацию как неизбежность. А информация, кстати, это может как раз означать для вас совершенно обратное, как какую-то возможность. Или, мои дорогие скорпионы, для кого-то это будет ситуация очень тяжелая, а для вас это будет какая-то тоже новая возможность. Например, это может касаться работы, когда человека лишают должности, а эту должность передают вам. Ну или что-то такое подобное, понимаете? То есть не должны мы как будто прислушиваться к людям. Или то, что они говорят, нужно подвергать сомнению в целом. Мы как будто можем не видеть какой-то еще картины. Но доверять пространству для вас как будто что-то в лучшую сторону будет меняться. Финансы. Сами по себе финансы могут как и задерживаться. Вот все то, что я говорила по рыцарю Пентаклей. Деньги будут, деньги придут, деньги в рост. Хотя у кого-то дополнительный доход может эта карта означать. И это тот доход, который тоже вы получите, останетесь довольными. Но это не так быстро, это не на этой неделе. Или и еще какой-то вопрос, например, недвижимость, имущество, когда где-то могут быть паузы. Нам говорят, по деньгам порядок. И в последующем-то тоже какой-то рост. Все-таки тут больше прогресс. Пентакли у нас на дереве растут, они увеличиваются как будто. Но нужно подождать. Вот элемент себя не тормошить и чего-то не ускорять. Несколько раз нам уже сказали об этом карты. Поэтому что-то не форсируйте. Даже если очень захочется, лучше себя остановить. Личная жизнь. У вас в целом сильная позиция, мои дорогие скорпионы. По тройке жезлов тут как раз эта карта, опять же, прогресса. И когда у нас все под контролем. Правда, тут какое-то может быть как и перемещение или планы, связанные с перемещением. Может быть, это касаемо вашей работы. Может быть, смена сферы деятельности. Для кого-то это на личную жизнь. Когда вы были с любимым человеком на расстоянии, вы можете съезжаться. Для тех, кто в паре, у кого в паре, в принципе, взаимопонимание, значит, где-то вы будете на одной волне, что-то вместе планировать. А кто знает, для тех, кто один или одна, с учетом карты колесница, поехав куда-то, вполне вероятно, можно познакомиться. Нам не говорят, что это любовь с первого взгляда, но как раз надежно-дружеские отношения запросто можно на этой неделе организовать. Ну, а дальше, наверное, как там уже видно будет. Но, опять же, карта тройка жезлов. Не спешите, понимаете? Вот эта тема не спешки какой-то, а войти в унисон, наверное, с пространством и временем и не действовать что-то ускоряясь, а если какая-то ситуация вас заставляет ускоряться, тогда нужно будет где-то и не опоздать. А вот у кого что будет, у вас два старших аркана. И каким образом это будет, это надо успеть словно прочувствовать. Но, повторюсь, именно перспективы у вас какие-то как формируются или закладывается база на этой неделе. Я так думаю, как минимум на 2024 год и уже точно на декабрь. Постепенно будет что-то проясняться, и вы будете видеть, зачем все это нужно было. Хотя на этой неделе можно еще пока, где-то пребывать в недоразумениях, почему случилось именно так, а не как-то иначе. Давайте совет откроем. По королеве мечей у нас вообще это прообраз Юдифи. И когда вы можете что-то отрезать. Вообще по королеве мечей опять же идет интеллект и решимость. Как известно, Юдифь, она никому ничего не говорила. И, видимо, в совете сохраняй свои интересы в тишине. Удача, успех, как и счастье, тоже любят тишину. Видимо, в целом о себе не рассказывать. Может быть, будут наводящие вопросы. Может быть, кого-то будет интересовать. Вполне вероятно, вы будете какие-то итоги подводить и отпускать это прошлое. Где-то прообраз, когда мы действительно отрезаем что-то, понимаем, что последний аккорд или точку в каких-то вопросах, делах нам как будто необходимо поставить. Сама по себе итоговая где-то карта, но и мы не должны с чем-то просчитаться. В этой колоде карт, посмотрите, стоит прекрасная у нас королева мечей, вокруг птицы. Это символика информации, много новостей будет на этой неделе. И одна птичка наивная опустилась к
ну, критично, низко и подлетает к кошке. Кошка для нее милый зверь, выглядит совершенно безобидно. Но мы с вами знаем, что бросок, как будто прыжок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Не подвергайте себя риску. Где-то не быть наивными, мои дорогие скорпионы. А вы люди часто благородные. И вот, видимо, на это благородство, нам все-таки сказали, есть у кого-то какие-то тайны. Может, знаете, как через лесть, через, ну, как есть такая фраза, втереться в доверие. А здесь все-таки надо быть вот этой юдифью, да. Значит, и в нашей жизни могут быть подобные ситуации, когда даже решая что-то очень важное в своей жизни, мы, с одной стороны, рассчитываем на себя, а с другой стороны, просчитаем все до мелочей, до деталей, и что-то совершить можем. Совершенно, ну, уникальное. Может быть, отчасти мы даже от себя где-то этого не ждем, но нам нужно построить любое наше дело таким образом, чтобы не было помех. Может быть, отчасти. Чем меньше люди знают о ваших планах, тем больше вам это помогает, тем сильнее и прочнее ваша позиция. Но правда, вот смотрите, у вас две мечевые карты, которые говорят, повторюсь, интеллект, хладнокровие, где-то идет по карте и мужество, безусловно, и умение рационально что-то рассчитать. Интересная неделя. Буду рада вашим откликам, мои дорогие скорпионы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.